Доброе утро, друзья! Очередной новостной выпуск за 6 ноября на моем канале. Вчера вечером 5 ноября РИА Новости со ссылкой на канал ОНТ сообщила о нововведении белорусского лидера Александра Лукашенко, заключающемся в отказе пускать граждан республики, которые выехали во время пандемии коронавируса из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль. Такое распоряжение Александр Лукашенко отдал руководству Госпогранкомитета. Не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время, заявил Лукашенко, добавив, что заразу возить не надо, неважно с каким паспортом эта зараза. По словам главы государства, если граждане решили поехать учиться или работать в соседние страны, то пусть там работают и излечиваются. Напомним, с 1 ноября Белоруссия закрыла наземные пункты пропуска для иностранцев и лиц без гражданства. Данное ограничение не распространяется на российских граждан, следующих транзитом в Россию, а также лиц, прибывающих в Белоруссию через аэропорт Минска. Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что с 9 ноября в городе на Неве вводятся дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостанавливается работа фудкортов. Также будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты, которые расположены в объектах торговли и в зданиях торговых центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания остаются открытыми. До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время с 23 до 6:00. С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает 70 человек в помещениях. Катастрофически выступили наши клубы на европейской арене в первых 3 турах. Так, ЦСКА, Зенит, Краснодар и Локомотив не выиграли ни одного матча из 12. Итог – 6 ничьих и 6 поражений. На сайте дипмиссии появилась информация о временном закрытии Китаем въезда из России для лиц, имеющих действующие визы и вид на жительство. Меры введены из-за угрозы распространения коронавируса. А это новости сегодняшнего дня. Стоимость авиабилетов на новогодние праздники снизилась на 14–17% по сравнению с прошлым годом. Об этом передают «Известия». К примеру, на 38% упали цены на направление Москва-Санкт-Петербург до 4700 рублей. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Минобороны США, главой Пентагона Марком Эспером подготовлено заявление об отставке. На этом мой очередной выпуск новостей завершен. Встретимся в моем очередном дневном выпуске за 6 ноября. С уважением, Ренат.